Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада каждого приветствовать, кто зашел на мой канал. Мы с вами сегодня погадаем на нашей кофейной гуще, и у нас будет такой вопрос. Какая тайна для вас откроется в самое ближайшее время? О чем вам необходимо узнать именно сейчас? О чем необходимо услышать? Если вы готовы, если вас заинтересовал такой вопрос, оставайтесь и пишите ваши комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Итак, что же здесь я вижу? На самом деле я здесь увидела образ человека мудрого, человека начитанный, человек не глупый. И знаете, у меня такое впечатление, что у вас есть действительно какой-то невероятный потенциал, но который вы не развиваете в себе, да, вы, скажем, не используете свои сильные стороны. Здесь идет какая-то подсказка для вас, что вам необходимо либо начать какое-то дело, прошу прощения, не начать, а закончить какое-то дело до конца. Вот то, что вы начали, да, именно то, во что вы вкладываетесь очень сильно, энергией, своими знаниями, своими навыками. Вот есть что-то у вас на сегодняшний день, во что вы вкладываетесь, но, возможно, вы не до конца уверены в себе, да, возможно, вы как-то остановились, либо думаете, то, что это не мое, например, да. Здесь явно в вас заложен потенциал, но вы его не развиваете, вы не используете себя, как говорится, на всю мощь. Поэтому здесь я вижу, что если у вас будет возможность начать какое-то дело, а у вас такая возможность будет и очень скоро, знаете, как не пугайтесь. Идите на риск, пробуйте себя, и я вижу, что вы будете действительно удивлены. Именно почему? Потому что вы здесь сможете поразить, мало того, что и себя, вы на себя посмотрите совершенно другими глазами, то, что вы умеете делать, и я вижу окружение. Окружение посмотрит на вас также совершенно по-другому. Потому что вы человек какой-то необычный. Может быть, вы человек действительно, который умеет делать то, чего не умеют делать другие. Вы знаете то, чего не знают другие люди, например. Поэтому здесь необходимо развиваться, вкладываться своей силой именно в то, либо во что вы уже начали вкладываться, либо вам необходимо что-то начать новое для себя. Именно, чтобы вы в этом раскрылись максимально. У вас явно есть что-то, интуиция невероятная, у вас есть какая-то сила. Вы человек, который может достигнуть абсолютно любой цели, вы не пойдете назад никогда. Поэтому здесь, раз вы уже вступили на какую-то дорогу, идите до конца, у вас явно получится все получится. Никогда не сомневайтесь в себе. Так, следующий момент. Здесь я вижу, что стоит человек, на плечах сумка и в руках как ребенок. Возможно, у кого-то из вас будет ситуация, что вы можете уйти. Либо уехать из квартиры, может быть, переехать на новое место. Либо, например, в прямом смысле у кого-то из вас может отыграться как лучшее решение для вас, это будет уйти из каких-то отношений. Там, где вас не понимают, там, где вас упрекают постоянно, делают вас виноваты в чем-то, да, либо виноватым. Поэтому здесь, скорее всего, если вас это коснется, здесь я вижу, что человек уходит в совершенно новый путь. То есть у кого-то могут закончиться отношения. Но это, конечно, касается лишь тех, у кого действительно все очень тяжело, непонятно, как, знаете, как холодок какой-то веет в ваших отношениях. Поэтому здесь я вижу, что лучшим решением это будет просто уйти. Особенно, если вы женщина, и у вас есть ребенок, например. Из этого есть очень много мыслей, очень много туманности, какой-то неясности. Вы сами не понимаете, что сейчас происходит. Но я вижу так, что у вас буквально вот за месяц вы очень много поймете. Вы даже будете оглядываться назад на какого-то человека, да, и будете себе говорить: неужели вот я раньше этого не видела, не замечала? Почему я столько времени потеряла? Просто как в надеждах на то, что человек себя может как-то показать совершенно по-другому. Ничего не поменяется, ничего не изменится. Лучший выход – это просто уйти. Вот и все. У кого-то из вас именно так оно и будет. Следующий момент, смотрите, большой гриб. Гриб – это у нас всегда перемены к лучшему. И, возможно, здесь опять же перемены будут заключаться в том, что вы начнете жить для себя. Может быть, как сначала, да, никого не слушая, ни на кого не оглядываясь назад. Может быть, у кого-то из вас начинается совершенно новая жизнь, например, в новой квартире. Может быть, вы купите квартиру, да? Может быть, вы переедете на новое место. Может быть, кто-то из вас уезжает от родителей и начнет жить именно для себя, да, чтобы никто вам не диктовал правила никакие и так далее. Потому что много разных ситуаций бывает, что чаще всего родители бывают помехой вот либо каким-то отношениям,
либо действительно вот будут вам говорить, как жить и так далее, тем более, если вы взрослый человек. Вот. Это не то, чтобы, потому что вас не любят, а потому что из-за своей любви вот бывают вот такие иногда поступки, да, именно у взрослых людей. Вот. Поэтому, если это ваша информация, то я думаю, что вы для себя что-то подчеркнете. Так, смотрите, что тайна прояснится. У кого-то прояснится какой-то обман, какая-то ложь вскроется, откроется. Но я вижу, что вы как что-то узнаете неприятно, вы сразу от этого уходите. У кого-то здесь может проясниться, знаете, как, что вас подставили, либо предательство какое-то могло произойти по прошлому. Это не обязательно от мужчины предательство может быть и от подруги, и от друга, и от близкого человека, от кого угодно. Именно предательство будет от человека, которого вы считали вот, либо как вот ваш, как родной человек, близкий этот человек вам. Поэтому здесь у кого-то из вас прояснится какая-то ложь. Может быть, кто-то от вас что-то скрывал, да? Поэтому явно здесь это откроется. Так, следующий момент. Что-то тайное станет явным. Смотрите, у вас будет возможность отправиться в какую-то дорогу. Дорога чистая, светлая, длинная дорога. У кого-то из вас будет возможность изменить свою жизнь в плане начать работать, например, совершенно в другой стране, либо даже намного дальше, там, где вы сейчас живете, например, да, может быть, в другом городе. Но знаете что? Здесь к вам могут поступить предложения по знакомству какому-то, да, либо вас какая-то там знакомая посоветует кому-то и с вами созвонятся, вас будут приглашать куда-то. Потому что четко здесь вижу, у кого-то может состояться переезд, либо поездка, как некая командировка в совершенно другое место, в совершенно новое место. У вас здесь как новый этап начинается, новый старт. И я вижу, что вы, скорее всего, согласитесь, потому что вас никто и ничто не держит. Четко вот такая ситуация здесь. Тревожность, беспокойство у вас есть именно на сегодняшний момент. Но это уже вот отходит от вас постепенно. Что-то было по недавнему прошлому, что в буквальном смысле заставляло вас сдерживать слезы, возможно, какую-то обиду, либо состояние такое, когда, чтобы было бы что-то как сон, понимаете как? Вот, возможно, вы действительно столкнулись с какой-то ситуацией такой тяжелой для вас, болезненной. Может быть, это из-за какого-то человека, может быть, опять же, не знаю, там подросток, ребенок ваш, да, либо еще из-за какого-то человека. Но здесь сильные переживания были. Особенно так больно, знаете, как будто бы душевная боль какая-то была по прошлому. Но это все отходит. Скоро все станет намного лучше. Так, по событиям прошлого. Какая-то, знаете, как некая перезагрузка. Как некая перезагрузка. Такое впечатление, что по недавнему прошлому что-то на вас очень сильно могло повлиять, что вы подзадумались. Либо изменить в своей жизни что-то, либо поменяться вот как личность. Явно что-то вас подтолкнуло на какое-то обновление, на какие-то перемены именно в вас. Либо какая-то ситуация заставила вас взглянуть на кого-то совершенно вообще по-новому. Что опять же подтолкнуло вас немножко как поменять свои отношения к кому-то. Уход, смотрите, уход. У кого-то как что-то закончилось, завершилось. Также по недавнему прошлому я вижу, что у кого-то из вас закончилась какая-то проблема, которая вас тревожила очень сильно. Проблема могла касаться другого человека. Но вы тоже как в центре событий. Может быть, это кто-то близок к вам. Какая-то ситуация болезненная, все, завершена. Вы от этого уже уходите. Может быть, действительно вы могли столкнуться с какими-то, к примеру, какие-то операции были, может быть, кто-то был очень болен, может быть, действительно здесь какое-то было расставание, вот какая-то такая мощная ситуация, которая вот просто вас как сковывала, от которой больно могло быть. Вот такая светлая у нас чашечка получилась. Давайте посмотрим. Так, минутку. Давайте посмотрим. Итак, самое главное, что у нас чашечка светлая. Поэтому то, что прояснится для вас, это то, что вы можете жить гораздо лучше, гораздо счастливее, чем это было, например, до сегодняшнего дня. Все в ваших руках. Вот насколько вы действуете, да,
такие результаты вы и получите. Если вы действуете очень мало, также, конечно же, да, не надо надеяться на то, что получится что-то там много заполучить. Все зависит от вас. Ваша жизнь в ваших руках. Также смотрите, какой-то успех не за горами. Вы станете успешны в какой-то сфере вашей жизни. Станете очень успешны. У меня такое впечатление, что кто-то из вас, смотрите, у кого-то повезет, кому-то из вас, да, повезет в любви. Но еще необходимо обождать. Тайна заключается в том, что вы будете любимы, у вас будет любимый человек. Но что самое интересное, у кого-то идет совершенно новый человек, совершенно новый. Я не знаю, в отношениях вы сейчас или нет, но вот почему-то здесь я вижу, что у вас будут новые отношения любовные с совершенно новым человеком. Вот перемена заключается именно в этом. Вы будете очень счастливы. Вам как будто бы удача улыбнется после длительных каких-то лет. Может быть, вы давно одни, например, да? У кого-то идет успех на работе. Вы знаете, вот здесь как-то вот у нас кружечка разделяется. Многие из вас акцент больше делают на вашей работе, на карьере. Вы хотите быть успешны, да, вы хотите чего-то добиться в жизни. А кому-то деньги вообще не нужны, кому-то нужны любовные отношения. Поэтому здесь уже смотрите, что для вас важно. Если у вас идет акцент именно на работу, будьте готовы к тому, что месяц очень сильно повлияет на вас. Вот в течение 1 месяца вы прям резко подниметесь вверх. Вы продвинетесь по карьерной лестнице. Вы как-то, не знаю, взберетесь на гору. Возможно, вы придете к своей цели, которая у вас сейчас прописана, например. Но вы должны быть успешны. Вот действительно. Вы человек необычный, вы это заслужили. Сказать, что вы живете в шоколаде, я не могу сказать. Скорее, каждая ситуация вас постоянно закаляла. И вот за счет этого вы должны быть успешны. Вам должно повести в любви. Кому-то в любви, а у кого-то в работе идет. Так, смотрите. Увидела образ человека, мужчины довольного. Вас какой-то мужчина порадует хорошей новостью, своим появлением, своим приездом, приходом. Это может быть друг, это может быть, опять же, отец, брат, может быть какой-то, да. Но здесь кто-то для вас подготовил сюрприз в виде своего прихода, приезда. Какой-то мужчина, высокий, такой, знаете, плечастый, и человек постоянно улыбается. Вот как-то с этим мужчиной вы будете связаны в ближайшее время. Так, что у нас здесь еще? Минуточку. Так, что тайное прояснится. Ух ты! Но это очень маленький процент, но я все равно это озвучу, что кто-то из вас столкнется с человеком из прошлого, из вашего давнего прошлого, кто был вашим тайным поклонником. Какой-то поклонник из прошлого даст о себе знать. Тот, кто вас любит, возможно, либо тот, кому вы безумно нравитесь, еще из прошлого. Потому что здесь кто-то за вами по пяткам ходит. Этот человек даст о себе знать. Какой-то ваш ухажер, либо вот в прошлом ваш парень был, я не знаю. Но сейчас я вижу, вы от него уходите, а он за вами буквально вот бегает. Поэтому у кого-то прояснится ситуация, что кто-то вас еще забыть не может. Этот человек даст в ближайшее время о себе знать. Вот такая чашечка у нас получилась. Всем желаю счастья, хороших событий, моря добра. И пусть только в вашей жизни будет все хорошее, плохое остается лишь в этой чашечке. Всем спасибо, пока.